Доброй ночи, дорогие подписчики. Не секрет, что ко мне обращаются не только русские, они приходят с разных стран. А в данном случае ко мне обратилась одна полька. Интересная история тем, что изначально она мне написала перед этой работой месяца 4 или 5 назад. И она пыталась всячески убедить меня, что я должен сделать эту работу бесплатно, так как у нее на счету всего там 3-4 тысячи евро свободных. Это все ее деньги, она не готова их тратить, что я должен ей помочь. Девушке на тот момент 28 лет было, парню тоже в районе 28 лет. Ситуация достаточно интересная в том, что все, наверное, знают, что в Европе люди, мужчины и женщины, начинают отношения гораздо позднее, серьезные отношения. И многие мужчины 25-27 лет являются девственниками, и женщины, многие, большинство, скажем так. Девушка училась в институте и там познакомилась с парнем. Она сама любит ездить на мотоциклах, такая боевая девушка, симпатичная, красивая полька. Вот. И в институте она познакомилась с парнем, с кудряшками, с большими очками, очень умным. У него есть мама, сестра, отца нету. Естественно, воспитание у нее такое, что мать с ним возилась как с единственным мальчиком, с единственным любимым ребенком. И чуть ли не подстилала солому там, где он может упасть. И мальчик вырос достаточно инфантильным. Но он влюбился в эту польку, и он сам поляк. Вот. У них начались отношения, у мальчика еще есть сестра у этого. И в самом начале отношений, естественно, она попыталась подружиться с сестрой, но так как они были очень дружны с сестрой с детства, с сестрой у них разница там в год или в 2. С сестрой они чуть ли не разлей вода были. Как только начались отношения, брат меньше стал уделять сестре внимания, и сестра начала ревновать брата к его девушке. Также начала мама ревновать к девушке. И все пытались отвернуться от этой девушки, пытались сделать все, чтобы этой девушки не было в их семье, чтобы мальчик разошелся с этой девушкой. То есть сестра почувствовала опасность, что брат будет меньше с ней общаться. Мать почувствовала опасность, что ее чадо уведет прекрасная девушка. И они всячески давили на этого мальчика. Вследствие чего произошла такая ситуация, что сестра резко отказалась приходить в гости, общаться. Пыталась максимум сделать так, чтобы брат проводил больше времени с сестрой, а не с его девушкой. На почве чего в течение года начались скандалы. И в один прекрасный момент девушка не сдержалась, и сказала, что почему ты сестре уделяешь больше внимания, чем мне. А парень развернулся и ушел, и расстался с этой девушкой. Буквально вот из-за того, что она сказала, почему ты уделяешь ей больше внимания, чем мне. Своей сестре больше уделяешь время, чем мне. Меня она не устраивала скандал, не истерика, она просто пыталась поговорить, на что он собрался, они уже начали первую неделю жить вместе, собрался и ушел. Так прошло 2 или 3 месяца. Она поняла, что она не может забыть этого парня, что она его очень любит. И она обратилась ко мне первый раз с убедительным просьбой, чтобы я сделал бесплатно. Естественно, я объяснил ей, что такого не будет. Она пропала на 2 месяца, и через 2 месяца она все-таки решилась обратиться ко мне. Как к тому времени, когда она решилась ко мне обратиться, у этого парня появилась другая девушка. И в данном случае я делаю отворот от той девушки, с которой он сейчас, и приворот на ту девушку, которая заказала эту работу. Ну что, поехали? В данном случае мы будем делать отворот. И отворот от той девушки, с которой он начал уже встречаться. И сильный приворот. Данная работа не изменит его инфантилизм.
а сделать только так, что он не сможет жить без этой девушки, разойдется с той, которой он сейчас начал отношения, и будет сильно любить, и будет стараться уступать. Но характер меняется только со временем, сразу он не меняется, и люди не меняются полностью. Поэтому его инфантильность, его желание, чтобы рядом с ним больше была мама, чем девушка, за которой надо ухаживать, скорее всего, останется. Она трансформируется только с каким-то долгим сроком. Так что вот так вот. Так что 10 раз подумайте, прежде чем привораживать. Человека как такового вы не измените. Вы сделайте только так, чтобы он сильно любил.
вам, дорогие зрители, слушатели моего канала, советую хорошо подумать в начале отношений, когда встречаетесь с инфантильными девушками, с инфантильными мужчинами. Особенно с женщинами и мужчинами, которые очень много уделяли внимания, и их родители буквально берегутся о своем чаде так, что не дают ему жизни и не дают ему права выбора. Обычно такие отношения всегда заканчиваются очень плохо. Вот. И в данном случае надо желательно психолога или чтобы как-то решить эту жизненную ситуацию, либо как-то мириться изначально, что вы будете больше не мамой, не женой, не девушкой, не мужчиной, а папой либо в роли мужчины, либо мамой в роли женщины. Ну, мы пожелаем счастья этой паре, надеемся, что у них все-таки получится после того, как я верну этого мужчину. И мужчина все-таки станет мужчиной, а не ребенком.
Всего хорошего, до свидания. Смотрите. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь. Говорите, что вам интересно, что вы хотите знать. Я постараюсь обо всем, что успею рассказать и ответить на все ваши вопросы. Всего хорошего, до свидания, до следующего эфира.